Калуга просыпалась медленно. Утренний туман свивался над крышами старых домов, и редкие автомобили, пробиваясь сквозь вату облачка, казались лодками, плывущими по молоку. На окраине города, где асфальт сдавался холмам и начинался лесок, стоял приют для бездомных животных. Деревянное здание с покосившимися ставнями и вывеской, поблекшей от солнца. Это место знали те, кто когда-то искал утешения. Здесь приходили и люди, и те, кому от людей не хватало тепла и заботы. Лида, студентка ветеринарного института СУ, приходила сюда каждую субботу. Она не была ни волонтером с громким именем, ни хозяйкой приюта, но приходила регулярно, потому что в этом была ее маленькая необходимость. Притирка к миру, где страдания можно уменьшить руками. У нее были манжеты руки, покрытые исцарапанной кожей одежды, холодные от утреннего ветра пальцы и доброе, немного усталое лицо. Ее любовь к животным была тихой и методичной. Кормление, уборка, прививки – это был ежедневный ритуал, который делал ее лучше. В большом старом вольере среди кошачьих гнезд выделялась одна особенная, белая, с черными пятнами кошка, которую волонтеры прозвали Кляксой. Ее шерсть была мягкой, но тусклой от постоянных дождей. Глаза, зеленые, как молодая трава, смотрели с удивлением и усталой надеждой. Когда люди проходили мимо клеток, выбирая себе слабое чувство на несколько лет, Клякса тянула лапу через прутья и громко мурлыкала, будто говорила «Я здесь, помни обо мне». Но чаще всего прохожие останавливались у клеток с инстаграмными котятами, с породистыми хвостатыми, с эффектными расцветками. Кляксу обходили вниманием. «Почему она никому не нужна?» – однажды спросила Лида у заведующей Веры Николаевны. Та вытерла руки о фартук и, не отводя взгляда от кипятка, ответила: «Люди любят яркое, свежее, рыночное. Простая белая кошка с пятнами не вызывает ажиотажа. Но это не значит, что она хуже. Может, ей просто не повезло». Лиде казалось, что у Кляксы была внутренняя глубина, словно в ее взгляде хранилось ожидание дома, которого она никогда не знала. Девушка приходила рано, чтобы успеть покормить всех, убрать клетки и сделать так, чтобы в приюте было чище и спокойнее. Клякса всегда встречала ее первым. Лапа, тянущаяся через прутья, мурлыканье, как будто кошка пыталась удержать момент, чтобы никто больше не ушел. Шли недели. За полгода через приют прошло много людей. Молодые пары, ищущие милую кошечку для Инстаграм, семьи с детьми, выбирающие веселых котят, и пожилые люди, готовые дать дом старой породистой особе. Но ни один взгляд не задержался на Кляксе. Она оставалась незамеченной, как люди, которые проходят мимо и не видят тех, кто тихо тянет руку помощи. Однажды к приюту пришла новая волонтерка – Аня. Она была молода, но в ее взгляде была твердость, которую редко встретишь у тех, кто впервые вступает на дорожку добровольчества. Лида провела ее по приюту, показывала склад с едой, укромные уголки для собак, клетки для кошек и, наконец, вольер, где на подстилке, скрутившись в клубок, лежала Клякса. Когда Лида рассказала историю кошки, Аня усмехнулась не цинично, а слегка грустно. «Понимаю, бывают такие животные, как будто все их тело кричит «возьмите меня». Но люди идут дальше. Клякса как будто почувствовала что-то новое, подняла голову и смотрела на Аню. Было ощущение, что между ними что-то зазвучало, не просто интерес, а взаимное признание. В тот день Аня помогала Лиде кормить кошек, но часто возвращалась к клетке Кляксы, присаживалась на корточки и говорила с ней тихим голосом, будто делилась сокровенным. У Ани была своя история одиночества. На следующей неделе, когда они сидели в кабинете Веры Николаевны и обсуждали дела приюта, Лида, отложив стирку клеток, осторожно спросила: «Ты ведь говорила, что понимаешь ее, а сама ты как?»
Аня взглядом прошла по комнате и сказала, будто освобождаясь от груза. «Недавно развелась. Жили вместе с мужем в маленькой квартире, потом все распалось. После развода я осталась одна, в чужом городе, без семьи. Казалось, что никто не ждет. Иногда я думаю, люди, как животные, тоже могут быть оставлены. Я видела в кляксе что-то знакомое. Она тянет лапу, и это как будто зов. Я завидую ей и боюсь быть такой же незаметной». Лида слушала и понимала. Между двумя женщинами, которые оба знали боль потери, возникла тонкая, но прочная нить понимания. Они обе видели в кляксе не просто кошку, а отражение собственной уязвимости. Позже, в тот вечер, когда приют уже затих, Аня задержалась. Она взяла кляксу на руки, и кошка улеглась у нее на коленях, мурлыча так, что стукала в груди от тепла. «Она как будто все понимает», — прошептала Аня, и в ее голосе дрогнуло что-то человеческое. Несколько дней спустя Аня снова пришла в приют. На этот раз она явно была решительна. Клякса оживилась при виде нее, прыгнула к ногам и втиснулась в руку, требуя ласки. Лида увидела в этом не только радость кошки. Она почувствовала, как в глазах Ани отразилась надежда. Но за радостью успели последовать сомнения. У Ани была комната в коммуналке, где хозяйка безжалостно относится к животным, собаки и кошки в соседних комнатах уже вызывали конфликт. Вопрос жилья стал главным барьером на пути к новой жизни. «Я хочу ее забрать, Кавео», — сказала Аня в очередной раз. «Но я боюсь, что хозяйка выгнет меня, если узнает. Найти новое жилье дорого. Не знаю, что делать». Лида сжала ее руку. Она чувствовала, как у самой внутри пульсирует готовность помочь. В ее голове уже проскальзывала мысль: почему бы не помочь с поиском квартиры? Но это было не так просто. Приют не был центром по поиску жилья, а бюджеты волонтеров были ограничены. Кроме того, Лида училась и могла дать помощь в основном руками и теплом. Тем не менее, они не сдались. Маленькими шагами, там звонок другу, пост в соцсетях, разговор с одной доброй женщиной, работающей в агентстве недвижимости. Вещи начали двигаться. Прошла неделя, и в дверях приюта появилась Аня, сияющая, хотя и усталая. В ее руках был небольшой рюкзак и на лице улыбка, которую редко увидишь без слез. Она сняла однокомнатную квартиру на окраине, где хозяин разрешал держать кошек. Это была скромная победа, за которую они обе заплатили нервами и верой. Переезд прошел быстро. Аня принесла с собой плед, пару мисок, игрушку-мышку и корзину. Клякса сначала нервничала. Новое место, запахи чужих людей и шум города. Но вскоре она поддалась вниманию Ани. Стянулась, растянулась и впервые за полгода позволила себе просто быть. Она забралась на подоконник и поздним вечером прогладилась о ногу хозяйки, как будто благодарность была тяжелее слов. Лида наблюдала за всем этим с радостью, но и с легкой грустью. Часть ее сердца осталась в приюте, с пустыми клетками и новыми жителями, которые ждут своей истории. Она знала, одна спасенная жизнь – это новая ответственность и новая надежда, но вокруг еще много таких клякс. Она вернулась в приют, продолжая приходить каждую субботу, но иногда ей казалось, что где-то в глубине ее души поселилась частичка кляксы, тихая, притягивающая, ждущая. Жизнь Ани с кляксой потихоньку налаживалась. В первые недели кошка пряталась под кроватью и выходила только ночью, чтобы тихо пожевать сухой корм и поспать у ног. Но со временем характер кошки раскрылся. Она любила гоняться за солнечными пятнами на полу, тереться о брюки хозяйки и рано утром будить ее мягким мурлыканьем. Аня, в свою очередь, обнаружила, что однокомнатная квартира, где раньше было темно и пусто, теперь наполнилась маленькими представлениями. Мягкий стук лап по паркету, случайная охота на тень,
и та самая лапа, тянущаяся в неловком полете в поисках внимания. Соседи, сначала настороженные, вскоре приняли кляксу. Она тихо и ненавязчиво вошла в их систему. Хозяйка дома, женщина с острым взглядом и множеством правил, сначала была против, но через некоторое время даже сама приносила Ане коробки с консервы для кошек. Мир вокруг маленькой семьи стал мягче. Постепенно Аня начала приходить в приют иногда помогать. Она рассказывала Лиде о преимуществах, как клякса стала доверчивее, как их совместная жизнь изменила ее саму. Словами радости и усталости она делилась с той, кто когда-то первым поверил в их связь. Лида в ответ улыбалась и понимала, что был смысл в этой бесконечной череде субботних утр. Ей казалось, что они спасли друг друга. Не только кошку и женщину, но и нечто более глубокое – чувство, что кого-то видят и ждут. Прошло несколько месяцев. Вера Николаевна, у которой седина в волосах была как печать прожитых лет, однажды сказала Лиде: «Знаешь, многие из тех, кто приходит сюда, думают, что спасают животных. Но иногда и животные спасают людей, ты это видишь». Лида кивнула. Она знала, что слова Веры – это не просто фраза, это откровение, которое рождается после множества историй, спасенных судеб и неловких прощаний. Аня и Клякса тоже росли вместе. Когда однажды к ним пришел парень с букетом цветов, Аня улыбнулась, она готова к новой жизни. Никто не забыл, откуда началась эта история. Аня иногда рассказывала о том, как сначала была дурна от одиночества и как кошка помогла ей почувствовать себя нужной. Она говорила о том, как маленькие жесты могут перевернуть мир. Взгляд, теплая лапа, тесный клубок каштановой шерсти на коленях. Клякса, в свою очередь, перестала тянуть лапу сквозь прутья. Теперь ее лапа тянулась к человеку, который ответил. Она научилась гулять по подоконнику, слушать музыку в телефоне хозяйки и давать понять, когда хочет есть. Иногда по вечерам, когда свет в комнате был теплым и мягким, она забиралась в плед и начинала мурлыкать так громко, что звуки казались частью домашней симфонии. Аня улыбалась и думала, что это дом. История Кляксы стала маленьким парадоксом. Животное, которое долгое время оставалось незамеченным, подарило человеку шанс увидеть себя. Они нашли друг в друге отражение. Кошка шоу нежность и ожидание, Аня кэшет надежду и заботу. Их история, простая и тихая, стала примером для многих других. Для Лиды, которая увидела плоды своих забот, для Веры Николаевны, которая снова поверила в чудеса, и для соседей, которые поняли, иногда сердце нужно не только спасти, но и отпустить, чтобы оно научилось биться снова. И вот однажды, в тихое воскресное утро, когда окно было завалено светом, а в комнате пахло кофе, Аня открыла дверь и увидела Лиду с пакетом печенья. Они смеялись, обнимали друг друга, а Клякса, заметив гостей, запрыгнула на колени Лиды и тихо начала мурлыкать. Тот самый звук, который прежде тянулся через прутья клеток. Казалось, что в комнате не осталось ничего от тех тяжелых дней. Ни один прут не держал теперь ее лапы. Лида посмотрела на кошку и подумала о том, как много разных судеб переплетаются в приюте. Сколько еще Клякс ждала своей историей, сколько рук тянулось через прутья в надежде. Она поняла, каждый спасенный зверь – это история, которая продолжает писать жизнь. И иногда, чтобы увидеть свет, нужно просто протянуть руку. История Кляксы закончилась не в момент, когда она попала в квартиру, а там, где началось новое – в дом, где ее видели, где ее слышали и где к ней тянулись в ответ. Это была история о том, как два уязвимых существа, кошка и женщина, нашли друг в друге отражение и стали сильнее вместе. Для Лиды же это был урок. Никогда не обходи вниманием то, что тихо тянет к тебе лапу через прутья. Возможно, там кто-то ждет тебя не меньше, чем ты ждешь его. И когда в приют приходили новые люди,
Лида всегда останавливалась у вольера и говорила: «Смотри внимательнее. Иногда именно та, кто кажется простой, может изменить всю твою жизнь». Люди прислушивались. Были новые истории, были новые спасения, а где-то в одной однокомнатной квартире у теплого окна белая кошка с черными пятнами мурлыкала так, будто мир стал чуть меньше и теплее, потому что ее теперь видели.